Всем здорово, обещанный месяц назад ответы на вопросы. Ну, вообще, честно говоря, зная меня, то, что я их снял и выложил, это уже достижение. Лучше поздно, чем никогда. Ну, вы меня можете знать по вот этому ТикТоку, по вот этому Телеграму, ну, по Ютубу вряд ли меня кто-то знает, я год уже ничего не снимал. Ну, неважно. Короче, погнали. Первый вопрос. Мега актуалочка. Чё, есть новогоднее настроение? Ну, я буду отвечать по прошедшему Новому году, так сказать, потому что этот видос до Нового года должен был выйти, но что-то пошло не так. Ну, на Новый год у меня новогоднего настроения, честно, в этом году вообще не было. То есть, ну, пофиг абсолютнейший. Просто, ну, типа, приятно, приехал домой, потискал котов, мне подарки подарили, типа, ну, как бы, йоу, прикольно, я подарки подарил. Ну, как бы все. Так, у тебя уже есть готовый материал для видео, когда оно выйдет? Ну, я не знаю, что здесь именно имеется в виду. Скорее всего, это написал Архинар или Мастер Нинджас про видео по CSGO. Вот, где мы сидим, играем, я умираю и говорю, что я всех ненавижу, но, как бы... Хз, не уверен. Есть сомнения. Следующий вопрос. Какие планы на медиасферу в 26-м? Ну, сейчас я расскажу свои жесткие планы. Проверяйте, половину я забью хер, и мне станет лень. Вот, во-первых, ну, жестко развивать ТикТок, выкладывать жесткие ТикТоки, хайповые реально, чтобы хайп был. Потом жестко стримить на Твиче. Вот, если этот видос выйдет все-таки, ну, желательно не еще через месяц, в феврале, а в январе, чтобы он вышел, конечно. Ну, если это вдруг случится, то насчет Твича. Вот, ну, следующая неделя у меня фулл каникулы. И я, короче, собираюсь сделать жесткий марафон и каждый день играть в какую-то хоррор-игру. Например, там, понедельник Granny 2, вторник Ultimate Custom Night, среда пока не придумал, там, четверг пока не додумал, пятница столько хоррор-игр у меня нету. Вот, и типа сделать такой жесткий, реально, свага, хайп-марафон. Я не знаю, я сделаю или нет. Да, многого я обещаю, но делаю я не все. Вот, потом, ну, на YouTube, возможно, что-то заливать. Даже пара идей я придумал до того, как снимать этот видос. Ну, идея снять этот видос, как минимум. Вот. Как бы, ну и что-то на ютубчик заливать в таком горизонтальном формате, потому что, ну, вот меня не совсем устраивает контент, который я заливаю в ТикТоке. Типа, я имею в виду в плане мемов, все такое. Это, конечно, прикольно, но мне там больше нравится формат, допустим, того же влога, который я выпустил. Такое мне интереснее. Там какие-то разговорные видосы, как я делал. Или, ну, какой-то горизонтальный формат мне как-то больше вкатывает, чем, ну, там, пилить какие-то мемы. Вот. Ну, какие-то мемы я тоже буду пилить, потому что, как бы, ну, я не успею за неделю снимать на ближайшие полгода. Вот, но как бы да, короче, посмотрим. Вот, а так, ну, жестко хайпить, реально жестко завозить. Ну, в ТГ-канале у меня вообще всегда стопроцентный жесткий хайп, как бы. Вот, если не подписаны, подписывайтесь, там все такое. Короче, да. Следующий вопрос достаточно интересный. Он включает в себя несколько вопросов. Каковы ваши заработки? Вы платите налоги? Вернется ли стример Персик? И кто убил спонсоров? Ну, собственно, вопрос номер один. Каковы ваши заработки? Ну, главный мой заработок — это моя стипендия. Начнем с этого, потому что, ну, хотя бы я получаю денег за то, что я учусь хорошо. Пока что. Вот, как бы, ну, со стримов я давно уже ничего не зарабатываю. Как бы, ну, чисто по приколу стримлю. Потом, что еще? Какие источники заработка? Ну, я пытаюсь стать куратором в 100-бальном репетиторе. Вот, возможно, мне когда-нибудь дадут группу. Ну, не дадут мне группу, я буду работать на бирже. Вот я что-то, ну, когда начал всем этим заниматься, до того, как там надо было все настраивать. Ну, по приколу проверил 3 работы, мне вот написали, что мой заработок 95 рублей. Вот, заработал больше, чем за год стриминга, кстати говоря. Вот, при том, что эти работы я проверял минут 10. Вот, собственно, ну, поэтому вот будет заработок. Ну, со стубального репетитора я, понятное дело, налоги буду платить. В институте со стипендией, ясно дело, налоги платятся за меня. Вот, и как бы, короче, да. Вот, вернется ли стример Персик? Ну, я думаю, я от псевдонима Кот Персик уже отошел, потому что, ну, я как-то вырос. Вот, ну, я по-прежнему, разумеется, люблю своего кота.
Вот, он мало того, что, ну, как бы, ну, по факту мой вообще лучший просто друг Кент, вообще жесткая свага, вот, он еще и мой бренд по факту стал, и типа там YouTube и все такое я изначально завел типа из-за него. Вот. Но как бы я отошел, так сказать. Ну, я не буду высасывать из него хайп, я хочу быть самостоятельной личностью, а не вывозить только на своем прекрасном коте. Вот, и он как бы, ну, вообще стал самым популярным, он уже как бы, ну, на пенсии. Вот, он просто, ну, он достиг всех высот, типа, и выше некуда. Ну и плюс, опять-таки, ну, реально немножечко как бы подвырос из этого. Вот, потому что, ну, например, как бы, ну, у меня даже в Яндексе аккаунт, чтобы вы понимали, называется Кот Персик, и была уже такая история. Выхожу я такой, ну, типа, за доставкой, да, ну, а в основном, типа, доставки я заказываю, ну, не знаю, вот я сижу, учу анатомию, да, время там, ну, 1:30 ночи, я себе заказываю доставку, там, энергетик, что-нибудь сладкое, хот-дог, там, ну, типичная моя комба в основном. Вот, и типа, ну, ко мне подходит Кот Персик, ну, да, Кот Персик, типа, ну, стоит шпала 1,82 м, типа, небритая. Вот, ну да, Кот Персик, вопросы. Следующий вопрос, мега актуалочка. Что тебе хочется на Новый год, появилось ли новогоднее настроение? Ну, на Новый год, на самом деле, ну, на этот именно у меня вообще желаний конкретных не было. Вот. Ну, типа, я не знаю, вот раньше, когда я был, типа, мелким 15-летним школьником, ну, даже не 15-летним, ладно, 13-летним школьником, 15-летний школьник я сейчас, потому что я сплю в криокамере, и я не старею. И в плане интеллекта я тоже не развиваюсь. Вот я 15 лет, и это пик моей, ну, как бы, все. Дальше я не развиваюсь, и, типа, что год назад я 15-летний школьник, что сейчас я 15-летний школьник, ничего не поменялось. Вот, когда я был 13-летним школьником, я уже в апреле знал, что я хочу на день рождения, что я хочу на Новый год, как бы, и все остальные праздники. Ну, сейчас, как бы, ну, я объективно не знал. Но все, что мне подарили, я был рад. Всем, кто мне что-то подарил, реально респект. Следующий вопрос. Когда Prime? Prime имеется в виду, когда, типа, я стану не медиамолекулой, или Prime, когда, ну, типа, я там накачаюсь, все такое. Марафон, кстати, проиграл в ТГ-канале, скоро там будет розыгрыш ТГ-премиума. Вот, переходите в ТГ-канал, ТГ-премиум буду разыгрывать, вот. Когда-нибудь я сделаю, просто мне картинку надо красивую сделать, это раз. Плюс, как бы, ТГ-канальчик еще скинуть ссылочку, подключить. Вот, там надо будет подписаться на 200 ТГ-каналов. Ну, ладно, не на 200, не на 200. Ну, в идеале, типа, на мой и еще на 2. Вот, как бы, ну, первый ТГ-канал я хочу, как бы, потому что там много подписчиков, типа, ну, моему сыну, как бы, там, типа, подписчики, там, просмотры, мне, как бы, тоже доп. Просмотры. А второй ТГ-канал, он не настолько известен, просто, как бы, мой друг делает комиксы про Жира Архинара, и я, типа, хочу его поддержать, как бы, ему нагнать аудиторию, и, как бы, ну, кому-то, например, зайдут комиксы, они их будут читать. Вот, типа, было бы прикольно. Вот, а Prime в плане прокачки, ну, никогда, наверное. Вот, я как был полускуфом, так и останусь. Следующий вопрос. Какие планы на 2026? Надо подумать. Во-первых, я проверю, работает ли у меня вебка, она работает. Хорошо, первый план на 26 год уже выполнен. Но так, в принципе, из планов на 26 не отчислится, потому что штраф с 6 нулями за целевое. Второй план, ну, нормально закрывать сессии, чтобы меня не лишили стипендии. Не знаю. Ну, вот в личной жизни у меня сейчас все хорошо и стабильно, чтобы это все хорошо и стабильно оставалось стабильно и хорошо. Даже отлично, я бы сказал. Что еще? Не знаю, ну, вести какие-то соцсети, вот, да, сижу, снимаю видос, вот что-то снимать. Не умереть от голода, от нищеты. Да, в принципе, все. Нет, еще топ-1 план, забрать права. Я на права сдал еще после 10 класса, вот до сих пор я их забираю. Съездить в родной город и забрать права, наконец-то. Следующий вопрос. Больше нравится старый или новый город? Как переезд? Ну, честно говоря, здесь я не знаю, что сказать, потому что, ну, в плане, допустим, перспектив и возможностей, очевидно, мне нравится Екатеринбург больше, чем Белорецк, потому что, ну, это город-миллионник,
Как бы, да, и условно у нас медицинского института, ну, университета, извиняюсь, разницы не знаю у этих слов, у нас медицинского университета, ясно дело, нет, условно говоря. Вот, ну и плюс, ну, как бы в городе-миллионнике, очевидно, возможностей больше. Ну, а как бы вот мой город меня берет душой, вайбом, как бы, ну вот правда, вот там приезжаешь, гуляешь по улицам, ну, в Екатеринбурге такого вайба от прогулок одиночных ты не поймаешь. Ну, переезд, в принципе, как бы, ну, нормально. В принципе, обычный переезд студента. Ну, во-первых, я удивлен, что я не умер, как бы от голода, от нищеты, потому что я жесткий бытовой инвалид, я ничего не умею, но при этом я, типа, прожил половину августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и половину января. Вот, я не знаю, как я это сделал, с долей удачи и харизмы, очевидно, да. Вот, ну а так, в принципе, ну, переехал, были в квартире тараканы, ну, еще до моего переезда, не из-за меня не появились, если что. Вот, я их отравился сам, вылечился. Потом, ну, скорее всего, из-за того, что у меня холодильник всегда пустой до приезда кого-нибудь из родственников ко мне кажется, ну, у меня есть некая теория, что это не я тараканов потравил, а то, что они от отсутствия еды и воды сдохли сами. Следующий вопрос. Какой предмет самый любимый и самый сложный? Ну, начнем с плохого, с негатива. Самый сложный. Наверное, некоторые подумают, ну, бро, ты учишься в медицинском. Наверное, ты скажешь анатомия или биохимия. Но нет. Биохимии у меня нету, пока что, слава богу, спасибо. Есть предмет сложнее анатомии. Потому что анатомия учить овер дофига, это овер сложно, это надо готовиться. Вот у меня анатомия в субботу, я сажусь в понедельник, и к этой субботе я готовлюсь понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу. А когда коллоквиум, там, в принципе, жизнь красками блистает. Ну, кости, череп с топографией и суставы куда ни шло, но вот мышцы, там жизнь реально блистала красками просто. Мое почтение. Но самый сложный предмет в первом семестре для меня был физика. Потому что, ну, там надо было несколько штучек для зачета сделать. Ну, на все пары ходил, на парах я работал, все лабораторки я сделал, доклады сдал. Тест по математике на 100 написал. УИРС сдал. А дальше пришел капец. 3 коллоквиума тестовых. Ну, собственно, первый я сдал с 6-й попытки, второй я сдал с 4-й попытки, третий я сдал со 2-й попытки. Чтобы вы понимали, мне кажется, сдал я один из поздних, столько пересдач не было ни у кого из двух групп точно, вот в моей всмешке столько пересдач не было ни у кого. Мне кажется, по физике я был просто самый тупой дубнем просто. Я приходил местами, ну, я уже рассчитывал, что вот если я, ну, на 12-ю попытку все тесты не закрываю, то в следующий раз я прихожу с кальяном, с ноутбуком, с роллами, с бургерами, со всем чем можно. И, не знаю, со звездным гостем. Можно было каждый раз приглашать своего друга. Я не знаю, ну типа уже, ну, нечего терять было. Следующий вопрос тоже достаточно интересный. Какие стандарты в девушках? Ну, на самом деле, как таковых стандартов у меня нет. Но, честно, у меня была влажная мечта, так скажем. Я не знаю, как ее назвать. Вот, типа, ну, какую бы я хотел. Ну и так получилось, что, ну, относительно недавно ровно такая и появилась, типа. Ну, как бы, во-первых, ну, шарит за всякие вот эти движухи, там, твичи, не твичи, там, игры, не игры, все такое. И как бы, ну, с этой женщиной, во-первых, я играл в Roblox, во-вторых, ну, это топ-1 активный зритель мой на Твиче, как бы, йоу. Вот, во-вторых, ну, хотя, в принципе, эти пункты все равнозначны, как бы, это просто была мечта, я думал, такого не бывает. Вот, поэтому, как бы, ну, просто буду перечислять по мере вспоминания. Вот, просто я не обращал на это внимания, потому что я думал, что такого не будет. Вот, ну, во-вторых, с хорни вайбом, потому что, ну, у меня есть такой хорни вайб немножечко. Вот, здесь тоже такое присутствует. В-третьих, понимает мой юмор. А как бы, ну, чтобы мой специфический юмор... ну, это просто вкусовщина порой. Чтобы мой специфический юмор понимать, это надо быть либо мужиком, либо, ну, святой женщиной. И тут вот святая женщина попалась. Тот же самый юмор, что у меня. Ну, плюс-минус хотя бы музыкальные вкусы, как у меня. Ну, типа, что, не чтобы в плане, там, я не буду заставлять, там, я не посажу, не привяжу к стулу, не буду заставлять слушать 13 карат.
Да, там, ну, в плане того, что вот, допустим, я скажу, я слушаю 3 дня дождя, чтобы не было такого, ты чмошник обоссанный, короче, пошел ты в жопу, понял? Вот, типа, здесь такого нет. Ну, я тоже меломан с элементами рока, там тоже как бы меломан. Вот, и вкусы достаточно схожи. Ну и плюс, просто, чтобы был какой-то общий вайбик. А тут не то, что общий вайбик, тут вайбик один и тот же ровно. Вот, поэтому реально просто, вот, повезло прям очень. Вот, как бы да. Следующий вопрос. Чего добился за год? Ну, мне стало смешно в моменте, потому что... Так, 25-й год. Вспоминаем, за январь я добился ничего. За февраль я стал призером республики в ВСОШ по экологии. Стал призером заключительного этапа Кубка Гагарина по химии. Это чуть позже было, ну, просто засчитаем за это. Март я добился ничего. Апрель я, ну, как раз таки вот в этом опять по химии. В мае я добился 95 баллов по химии. В июне я добился 5 по базовой математике, 75 баллов по русскому и 78 баллов по биологии. Ну, это не достижение, по-моему, это позорище было, просто сосал как мог. Так, в июле я добился отсутствия желания чего-либо делать и прокрастинации. В августе я добился того, что наконец-то поступил в медицинский. Вот, кстати, лох, я пошел на целевое, при том, что я бы на бюджет спокойно прошел. Я был в середине списка. 50 какой-то из 100 с чем-то. Ну, так получилось. В сентябре я добился ничего. В октябре я добился ничего. В ноябре я добился ничего. В декабре я добился того, что закрыл все зачеты. В январе я добился 4 за экзамен по химии. Это уже 26-й год. Ну, в принципе, с января по январь, если брать, то да. Вот. Ну, по факту, короче, ничего я не добился, я бездарь. Следующий вопрос. Выдели своих 5 положительных и отрицательных качеств. Ну, наверное, начнем с отрицательных. Я рассеянный 1. Я тревожник 2. Я токсичный 3. У меня низкая самооценка 4. Местами я слишком пофигист 5. Так, теперь 5 положительных. Мне говорили, что я хороший друг. Сомневаюсь. Мне говорили, что я добрый. Возможно. Многие говорили, что я умный и не согласен. Если мой юмор просечь, у меня офигенный юмор. Мне говорили, что у меня классная жопа. Но это не качество, это просто факт. Следующий вопрос. Ты писал, что разочаровался в 3 дня дождя. Почему? Ну, разочаровался я в 3 дня дождя, потому что, ну, что-то он начал в моих глазах немножко скатываться. Но сейчас какая-то реабилитация пошла скатываться в плане того, что я имею в виду, вот, ну, как бы выходит у него альбом Висхолдинг. На тот момент для меня этот альбом был очень важен, потому что, ну, конец 11 класса для меня что-то был грустный, и под мое состояние Висхолдинг зашел просто офигеннейше, и плюс, как бы, ну, фит с Пирычем реально респект. Честно говоря, с первого прослушивания я даже не понял, где 3DD, а где Пирыч. Они очень прям гармонично звучали. После этого 3DD выпускает вот этот вот письмо, бонус-трек. Там вот, ну, инструментал реально мое почтение. Просто реально. Ради инструментала добавил. Вот. Ну, текст неплохой. Вот. Потом выходит фит с Маканом. Ну, вообще разные исполнители. Если Пирыч и 3 дня дождя, ну, плюс-минус хотя бы в одной в одной тусовке варятся, то, ну, Макан и 3 дня дождя, типа, брат, братский брат, типа, и, типа, депрессия, я глотаю алкоголь, отпускай чужие. Вот, типа, ну, вообще не то. Вот, после этого выходит контракт, после этого он рекламирует Messenger Max. Ну, как бы, стоит говорить, почему я в нем разочаровался. Но сейчас вот вышел у него новый трек с каким-то исполнителем, которого я не знаю. Вот это уже лучше, намного. Вот, то есть, ну, условная вода, конечно, мне больше, например, зайдет, или больше не буду там, или перезаряжай, больше, чем новый трек мне зайдет, но вот это уже прям хорошо. Следующий вопрос. Слышал про зомби-вейв?